Здравствуйте, мои дорогие тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Неделя со 2 по 8 февраля. Давайте мы посмотрим, что же происходит у вас на следующей неделе, какие вам карты выпадут и что же произойдет, соответственно, у каждого из вас. Может быть, не по дням, потому что это общий расклад, а в общей какой-то цепочке событий. У кого-то расклад по дням отыграется, как он здесь будет представлен. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Также буду очень и очень признательна. Итак, неделя с 2 по 8 февраля. Давайте посмотрим, что у вас происходит. Первую колоду я уже перетасовала до того, как включила это видео на запись. Итак, давайте посмотрим, тельцы, что же происходит у вас. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Первая карта, которая у вас есть, карта Скорпиона, возможно, общение с человеком знака Скорпион, но также и карта трансформации, карта значимых изменений, которые могут происходить у вас, но вместе с пятеркой кубков. Эти изменения, они могут быть для вас достаточно болезненными, возможно, не совсем такими простыми, легкими. Потому что вам здесь как будто бы приходится с чем-то попрощаться, расстаться, что-то вот в своей жизни поменять, возможно, или с кем-то отношения разорвать, возможно, если они конфликтные, вас не устраивают. Потому что пятерка кубков, она о том, что вам надоело находиться в печали или испытывать какие-то проблемы здесь. То есть вы хотите эту ситуацию прекратить, завершить. Может быть, какая-то конфликтная ситуация в общении с знаком Скорпион. Тоже такое может быть. Пятерка кубков. Да? Кстати, пятерка кубков — это тоже карта Скорпиона. Следующая карта четверка мечей. Здесь есть пауза и необходимость поразмышлять о том, что же в вашей жизни происходит. То есть вы делаете остановку, вы прям берете себе такой тайм-аут небольшой для того, чтобы разобраться в себе, может быть, отдохнуть, понять, что вам дальше, соответственно, делать с этой ситуацией. В таком состоянии успокоения можете находиться, может быть, и в хорошем понимании, может быть, кто-то берет себе просто выходной день здесь, а у кого-то вынужденная остановка или пауза, но вы сможете разобраться лучше в себе в этот день. Карта четверка мечей. Давайте посмотрим для тельцов еще на вторник. Следующая карта, карта тройка кубков. И у вас здесь будет возможность опять-таки по четверке мечей как будто бы сделать остановку и паузу, чтобы разобраться с тройкой кубков, то есть разобраться мысленно с той ситуацией, которая касается либо трех людей, либо по тройке кубков какой-то ситуации, собственно, которая может для вас быть успешной, и вы думаете, как ее привести к успеху, что вам для этого нужно делать, как вам нужно поступить, то есть как вам успешно завершить какое-то дело, или вот что-то в таком вот здесь контексте может быть. Дальше идет король пентаклей, земная ваша стихия, да, возможно, говорит о вас, про земного знака зодиака, как вы, то есть тельцы, может быть, общение с другим земным знаком, это козероги, девы, может быть, тельцы, как вы, но в целом король пентаклей, он такой очень приземленный, очень материалистичный, то есть вы здесь принимаете какие-то решения, касающиеся финансов, может быть, работаете здесь, чтобы зарабатывать деньги, и, соответственно, имеете в этом хороший успех, хороший результат, потому что король пентаклей, он такой хороший бизнесмен, да, он знает, как правильно распоряжаться финансами. Давайте посмотрим дальше. Карта императрица, карта тельца тоже. По сути, это карта роста и развития. Поэтому если вы здесь занимаетесь какой-то работой, бизнесом своим, то здесь хороший потенциал для развития вашего дела собственного, для вашего бизнеса, для какого-то процветания материальных для вас вещей. Карта императрица. Дальше королева мечей, карта воздушной стихии, может быть общение с воздушным знаком, то есть это весы, близнецы или водолеи, но также и вы здесь можете проявлять качество этой воздушной стихии, вы можете здесь быть очень ответственны в каких-то важных для вашей семьи вопросах, потому что есть четверка жезлов. Возможно, вы здесь стараетесь по этой карте быть очень внимательными, проницательными к деталям каким-то, касающимся вашей семьи, опять-таки ваших детей, там
ваших близких. Вы здесь будете очень по 4 жезлов честны, прямолинейны в общении с вашей семьей, там опять-таки с теми людьми, которые живут с вами под одной крышей. Возможно, вы попытаетесь здесь как-то договориться о каком-то мире или перемирии, какие-то такие хорошие идеи привнести, собственно, да, в эту 4 жезлов. То есть, может быть, обсуждать какие-то вопросы со своей семьей, как улучшить ситуацию внутрисемейную, или, может быть, куда-то переехать, или какие-то вопросы, касающиеся там аренды другого жилья, там, да, какого-то переезда или поездки в целом, можете здесь обсуждать. Дальше идет 5 пентаклей. И вот 5 пентаклей, она о возможных неприятностях, которые могут быть в пятницу. То есть каких-то потерях, может быть, финансовых потерях, когда здесь могут быть какие-то неприятности в виде незапланированных трат. Возможно, здесь вам по 2 кубков придется сталкиваться с ситуацией, где с 5 пентаклей это какая-то ситуация невезения или неприятностей со второй половинкой или с вашими детьми, там, ребенком, да, то есть что-то такое вот не совсем ладится, и вас может это разочаровывать. Может быть, вы чувствуете себя как будто бы за закрытой дверью, то есть что вами пренебрегли или проигнорировали как-то вас это может обидеть или задеть значительно, особенно если это касается там вашей второй половинки или там вашего ребенка, от которого вы ожидаете какого-то ответа. Дальше королева пентаклей. Карта королева пентаклей, земная стихия, тоже стихия ваша. И да, действительно может говорить про вас непосредственно. Да, может быть, по рыцарю пентаклей тоже как общение либо с земным знаком, как вы, девы, тельцы или козероги, да, тельцы. Либо здесь вы какие-то запланированные поездки совершаете, куда-то можете ехать, где вас ждут. Возможно, потому что вы сказали, да, спланировали эту поездку. Также по рыцарю пентаклей могут быть ожидаемые какие-то покупки, ожидаемые какие-то мероприятия, соответственно, по рыцарю. Вы можете ожидать каких-то вестей, получать их, соответственно, здесь, ожидать каких-то выплат, хоть это выходной день, тоже их получать. В плане работы можете также работать здесь и методичными, такими быть последовательными в своей работе. Это будет тоже приносить вам определенный доход, потому что королева пентаклей, она за трудолюбие. Рыцарь пентаклей, он за такое терпение, да, терпеливое трудолюбие, за вашу выносливость, когда вы готовы прикладывать много усилий, чтобы заработать, соответственно, какие-то деньги, и ваши усилия, они окупаются. Дальше идет карта 8 кубков, карта человека, который разочаровался в чем-то, да, возможно, здесь будет разочарование, может быть, будет какая-то такая, знаете, неуверенность, стоит или не стоит там с какое-то дело браться. Может быть, вы чувствуете по карте отшельник и 8 кубков, что вот вам нужно разобраться в каких-то вопросах для себя, прислушаться к своей интуиции или к предыдущему опыту, своим знаниям, какие они у вас есть, да, как вам поступить. Может быть, в какой-то ситуации не бороться за нее, а развернуться, уйти, потому что вот что-то вас здесь может расстроить по 8 кубков, и это заставит вас как будто бы отгородиться от окружающих, немножечко от них дистанцироваться, может быть, побыть одним в воскресенье, отдохнуть от социума, может быть, здесь, не знаю, побыть в одиночестве, фильмы посмотреть, книжку почитать, то есть вот как будто бы отгородиться от этого всего, или просто побыть даже один на один с собой, погулять там, не знаю, на улице, подумать о чем-то своем, но при этом не вовлекая других людей, потому что по 8 кубков вас что-то разочаровало, и вы хотите в этом вопросе разобраться. Так, карта отшельника здесь. То есть пройти какой-то путь этого сознания, да, и развития, соответственно, своего сознания. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Телец мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.